Привезла уже третью тачку зелени. Индюкам так целую вообще дала, потому что тут крика было, меня увидели. Кричат, давай, бросила все. И привезла им целую тачку. А уже курочкам уже поменьше, потому что травы уже, к сожалению, не такое количество. Кстати, меня спрашивали, где я беру траву, потому что у всех высохла везде трава. У меня трава я кашу вдоль забора на улице, вдоль моего забора всего на улице. И там как бы от забора тенечек, и поэтому и еще утренняя роса плюс. И хорошо трава там растет. Еще вот гораздо много, я так еще хочу вам сказать, смотрите сколько еще зеленой травы. Это я считаю, что 3 тачки я накосила, это много. В октябре, в середине октября месяца. Просто за счет того, что забор держит немножко тенечек, не так палит солнце. И плюс утренняя роса. И все. И у нас получается, что трава у нас еще есть. Да, и в других местах у меня тоже сухая. У меня тоже косить негде. А вот вдоль моего забора, вдоль улицы, спокойно я всегда там кошу. И, кстати, я там заготавливаю сено на зиму. Тоже летом вдоль всего забора, на улице там кошу и сушу. Самая вкусная трава это на самой верхушке в центре. А в другом месте трава не такая вкусная. Да? А еще лапами погребти, из центра взять траву. Вот, там еще вкуснее. Умница. Сейчас пойду посмотрю, сколько яиц ты мне снесла. Заслужила ли ты вот такой фейерверк из травы? Самая грамотная. У каждой курицы свой характер. У каждой. Одна такая наглая, вторая спокойная. Третья такая, ну не хотите, не надо. А есть, ну, такие прожженные, казалось бы, росли все вместе, получали питание, содержание одинаково, а курочки все по характеру разные. Кстати, это у молодых снеслась. Ага. А ну-ка я пойду посмотрю. Давай. Слышите? Вот сейчас мы и узнаем, кто у нас несется в 3-м вольере. Да, петух, белый петух несется. Ага, вон курица сидит в гнезде, смотрите. Сейчас мы узнаем, кто несет яйцо туда. Молодец. Меня часто спрашивают, а можно кур держать без петуха? Можно, конечно, можно. Но вот смотрите, петух привел курицу в гнездо и показывает, куда нужно нестись. Сейчас мы узнаем, кто несется в этом вольере. Мне нет времени за тобой наблюдать, поэтому я сейчас посмотрю и пойду копать морковку. Тихо, тихо, успокойся, успокойся, тихо, 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 тихо. Кто тут у нас сидит? А ну-ка, давайте глянем. А, вот она кто здесь, смотрите. Это, между прочим, вы знаете, это курочка из моих инкубационных яиц. Не покупных, это с моего яйца.
Вот кто несется. А вот и опята этого года. Вот они. Забрали у меня вишню. В этом году засохла старая-старая вкуснейшая вишня. И я так и знала, что ее погубили опята. Я почему-то в этом не сомневалась. Вот и урожай опят. Слышите, как пахнут? Ой, как они пахнут вкусно грибами, жареными на сковородочке. Но минус моя любимая вишня. Вот яйцо. Видите? Это яйцо за дверью на улице. Вот такое может быть у молодых кур. Это не страшно, пока они привыкают. Пока они привыкают и к вольеру, и к обстановке, и к гнездам. Это во-первых. А во-вторых, они же только начали нестись. Это молодые курочки. Поэтому раз. И два еще под шелковицей есть яйцо. И там иду заберу. Забираю. И это будет первое яйцо. Ну и теперь, конечно, я иду за яйцами в первую очередь сюда. В третий вольер, где у меня индюки и молодые курочки, которые только-только начинают нестись. Ты меня встречаешь, да? Мне здесь интересно. Индюшка скоро должна занестись. Уже ее топчет индюк. Я пришла проверять гнезда. Иду смотреть. Красавец какой. Не злись, не злись. Иду смотреть в этот вольер. В углу, где в прошлый раз было яйцо, яйца нету. Так, хорошо все рассматриваю, потому что может и в другом углу лежать новое яйцо. Но если нигде нету, то я думаю, что, наверное, оно здесь. Давайте смотреть. Так. Класс! Есть! Есть! Ого! Смотрите, какое большое уже. Такое шоколадное, красивое. Так, а ну-ка еще. Есть там или нет? А ну угадайте. А угадайте. Смотрите. Класс. Каждый день уже и несет яйцо. Еще одно. Так. А ну-ка. Ну и все. А теперь давайте выдвинем этот ящик и посмотрим в самом ящике. В самом ящике это резиновое яйцо. Смотрите, я оставляла. Оно сюда скатилось. Но оно уже функцию не выполняет. Оно мне нежелательно. Так. Видите, вся солома, которую я оставляла в гнезде, она, естественно, вся вот через скатывающееся место все туда скопилось. Теперь я ее уберу, эту солому.
Вот так вот уберу и задвину этот ящичек. И теперь все равно я эту солому здесь вот так постелю. Мне надо, чтобы максимальное количество кур, цыплят молодых, поняли, что сюда нужно нести яйцо. Все, вот в таком состоянии я оставляю это гнездо. Отлично. Вот такое углубление. А если яйцо скатится прямо туда, в ту ячейку, где оно должно скатываться в яйцесборник, я тоже буду рада этому. Все. И теперь идем дальше собирать яйца. Вот такие курочки и петушки живут вместе с индюками. Меня спрашивали, как приучить курочек жить с индюками. Вот я вам показываю. Вот через вот такую сетку. Я установила вот такую сетку. И у меня в этом вольере жили индюки, а в этом вольере жили цыплята. И так они жили где-то месяц, может быть, чуть-чуть больше. И когда индюкам здесь стало тесно, я открыла эту дверь, которая у меня здесь стояла, и они сами вместе все перемешалось, и они вместе сами объединились. И это было без никаких драк и без никаких проблем, потому что в течение месяца-полтора они друг друга видели. Через вот эту сетку они могли друг друга видеть, и она служила им просто барьером. Но зрительно и по запаху они друг друга знали. Они как будто были вместе, но через сетку. И все. И когда они подросли, они прекрасно объединились, убрав дверь, они сами перемешались. У меня даже есть видео, как это все происходило. Я снимала на видео. И у меня есть это все реально снято, как это все произошло. Объединение индюков и подросших цыплят. Был у нас уже мороз, все подморозило листья шелковицы. Дерево теперь сбросит лист. Все листья подмерзли. На улице шелковую белую не вижу курочку, по-видимому, сидит в гнезде. Естественно, наша квочка шелковая сидит, греет мне яйца. Идем, идем. Иди. Иди кушай, иди. Иди кушать. Спокойно высидела бы и цыплят. Я бы, конечно, с удовольствием шелковых цыплят подложила бы под нее яйца, но, к сожалению, зимой, когда я здесь буду бывать редко,
Пока она гуляет, забираю яйца. 4 яйца шелковых. Все, идет уже, идет. Ну иди уже, иди в гнездо. А яиц там нет. Угу. Было бы тепло, я бы посадила ее на яйца шелковых кур. Но уже все, холодно, идет зима, и за ней тут некому будет ухаживать. А вдруг электричества не будет? Все это будет влиять. Поэтому будем ждать весну. Идем дальше собирать яйца. Это петушок Фавероль. Идемте посмотрим, что они нам снесли. И быстро соберем яйца. А вот еще один петушок Фавероль. Вот такой красавец. Так, посмотрим, что у нас тут в гнездах. Ого, ого, в этот раз. Вот я всегда вам показываю все сборы яиц у меня в курятнике. И всегда вам рассказываю, что если у вас молодые курочки занеслись, и вдруг понеслись некоторое время и перестали нестись, это совершенно нормально. Такое может быть абсолютно нормальный процесс. Молодые курочки могут немножко перестать нестись и потом опять возобновят свою яйцекладку. Такое бывает. Первые яйца, а потом отдых, небольшой отдых, и уже потом курочка хорошо разносится. Поэтому, если у вас молодая курочка несла яйца и перестала резко нести, не пугайтесь, это нормально. Вот такие уже крупные яйца, можно даже сказать, несут у меня молодые куры, молодые курочки, которым 6 месяцев. Быстро собираю, потому что очень много работы. Очень много работы. Морковку нужно сегодня выкопать и убрать на хранение. О, смотрите, как мокрое яйцо прокатывается по яйцесборнику с пылью, там на лапах приносят солому. Это все вот так вот стряхивается, и яйцо становится чистое. Вот. Вот так вот. Так, это у нас яйца моих молодых курочек.
которые я собирала в этом гнезде. Но здесь у меня еще не одно такое гнездо. Есть еще вот такое внизу с дыркой. И там кто-то сейчас топчется. И там кто-то сейчас несется. Если хотите, я вам покажу немножечко, кто там несется. А ну-ка, давайте посмотрим. А там даже 2 курочки. Не сильно я хочу туда лезть с камерой, чтобы их не спугнуть. Пусть сидят. А мы с вами откроем эти гнезда и посмотрим, что у нас здесь. Опа, яйцо. Ага, смотрите. Смотрите в этот раз. Я показываю вам все как есть. Вот сколько яиц куры снесли в какое гнездо, и все вам показываю. В этом гнезде у нас в этот раз всего лишь 3 яйца. Ничего страшного, отдохнут и пойдут опять нестись. Смотрите, яиц марана нету. Но что вам хочу сказать. В некоторых местах подстилки я заметила мокрые пятна от съеденного яйца, потому что там был желток. Подъедают яйца, которые несут куры в подстилку. Так, ну а здесь я все это убираю, и мы продолжаем сбор яиц. Теперь самое главное, чем побыстрее закрыть это гнездо, потому что вот эти курочки, которые там сейчас сидят, они снесут яйцо, и оно упадет на пол. Не в яйцесборник, а на пол. Поэтому нужно это делать очень-очень быстро. Ну и вот столько у нас пока что яиц. Теперь проверим. Смотрите, обратите внимание, опять, смотрите, штор нет. Я вам показывала, как я закрепила и оставляла здесь шторки. Опять шторы сдерли. Наверное, надо придумать как-то по-другому их закрепить. Ага. А яиц здесь опять нету. Смотрите. Показываю все как есть. Меня просят показывать верхние гнезда. Посмотрим в верхних гнездах. В верхних тоже, смотрите, яиц пока нету. Ну, это у меня молодые курочки. Они только начинают нестись. А теперь я в вольере у старых кур. Иду сюда. Быстренько сейчас здесь соберу. Здесь, смотрите. В прошлый раз я все убрала, почистила, новую подстилку застелила. Опять все в перьях. Смотрите, видите? Все в перьях. Весь вольер в перьях. Да? Сиди, сиди, я не буду тебя трогать. Так, открываю гнезда и собираю яйца в этом гнезде. Здесь немного яиц, поэтому будет все это очень быстро. Вот так. Так. Но здесь очень крупные яйца, потому что это яйца старых кур. Это яйца. Смотрите, какое огромное. Просто не знаю, камера не передает размер этого яйца. Но оно очень крупное. И опять у нас сидит
принцесса Квочка. Естественно, я ее достаю, чтобы она пошла поела и погуляла. Давай, 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 выходи. Выходи. Она, конечно, с этим не согласна. Никуда она выходить не собирается. Она не хочет. Но ей нужно гулять. Обязательно Квочку я убираю с гнезда, чтобы она поела, попила и, возможно, перехотела сидеть. Голодная, сидела в гнезде, не кушала. Голодная. Кушай, кушай. Так, а у меня здесь еще гнездо вот такое. И там, смотрите, сидит курочка. Но не знаю. Что-то мне подсказывает, что она просто здесь сидит. Да? Давай посмотрим, что ты тут, может, что-то снесла. В прошлый раз здесь не было яиц вообще. Так, в этот раз уже хоть одно яйцо есть, и то хорошо. Все, больше там яиц нет. Хоть одно яйцо сегодня есть. А ну-ка еще хорошо посмотрю. Да, все. Одно яйцо в этом гнезде. Было всего лишь одно яйцо. Ну пусть сидит, может еще снесется сегодня. Смотрите, где яйца наши. Я думаю, что вот здесь были съедены. Вот гнездо. Видите, какое гнездо? И во втором углу, смотрите, гнездо. Думаю, что вот тут вот еще несколько штук яиц было, и они съедены. Ну, вот такое количество яиц у нас в этот раз, в этот мой приезд. А эта морковка, помните, я вам рассказывала, у меня в каталоге была пачка семян, которая написано было: посейте, сфотографируйте урожай и получите в подарок семена. И сейчас я буду ее уже выкапывать. И посмотрим результат. Получается. Так, вот такая. О, что, ну ничего, вот такая. Вот это, да. Вот такая. Не вижу. Вот такая. О! Была бы такая вся. Ну вот из-за твердой земли. Твердая земля, и морковка начинает искать себе место для жизни. Сломаю лопату. Ну, это, конечно, неплохая. Ну, такая.
не знаю, обыкновенная. Есть у меня и другие сорта, и бывает и получше. Морковка сегодня дождалась моего приезда. Петушки вели себя хорошо, ничего не испортили, это самое главное. И вот такой урожай морковки. Сниму вам вот так вот общим планом, потому что сейчас я буду ее срочно обрезать. Вот так вот морковка, которая только выкопанная, ей ни в коем случае нельзя так долго лежать. Сейчас время идет на секунды, потому что морковка теряет витамины. Она отдает витамины в зелень. И эту зелень нужно срочно срезать. Что хочу сказать по урожаю. Урожаем я довольна. Все лето я рвала морковку. Очень много, не жалея. И вот результат уже окончательный. Очень мне понравилась вот такая морковка. Вот не знаю, мне вот такая вот очень нравится. Она коротенькая, но она вот такая вот толстенькая. Ну и остальная тоже в общей массе хорошая морковка. Я сейчас буду ее сортировать. Крупная будет идти на хранение, а мелкая пойдет для кур. Я вам рассказывала, что кур я своих кормлю зерносмесью. И куры живут у меня на даче сами. Корм у них есть всегда. В любое время суток у них есть корм. И поэтому, чтобы курица не зажирела и не перестала нестись хорошо, конечно, обязательно нужно давать овощи. И вот в качестве овощей морковка тоже входит в этот список. Морковку тоже я обязательно курочкам тру на терку в сыром виде и даю им. Что касается названий сортов этой морковки, я не буду уже повторяться. О сортах морковки рассказывала в видео с семенами. Заходите на это видео, я здесь оставлю ссылочку на это видео. И посмотрите название сортов морковки, которую я сажу. Это, как правило, проверенные мной сорта, которые я сажаю из года в год. Ну и в качестве вознаграждения, конечно же, размоченный в воде хлеб. В этом году добавляю еще 3 сорта малины. Я так делаю обычно всегда. В прошлом году 2 кустика малины нового сорта посадила, в этом году 3. Малину я сажаю в такую траншею. На видео, может быть, это будет не сильно видно. Ну, вот так вот траншея выкапывается. Потом в эту траншею я укладываю перегной.
вот такую солому с перепревшую вместе с куриным пометом. И она перемешивается вместе с землей. Хорошо, хорошо заливаю водой. Хорошо проливаю, чтобы этой воды хватило надолго, потому что после посадки я уже потом поливать не буду. Вот так вот хорошо заливается эта ямка. Ну и сажаю обычным способом. Ничего тут нового, необычного нет. Самое главное это сделать вот такую вот как бы ров, углубление. Это для того, чтобы в будущем поливать малину без проблем. Я люблю, чтобы вода здесь хорошо задерживалась под каждым кустом, не стекала по сторонам, а вот такая вот ямка, вот такие вот, как бы, вот такая вот лунка, она будет держать воду. И очень удобно. Я бросила сюда шланг и пошла делать что-то другое. Прихожу через 5-10 минут, у меня малина вся полита, потому что вот эта вся ров этот заполняется водой и малина поливается. А как мы знаем, что малина, урожай малины зависит от полива. Будет хороший полив, будет хороший урожай. Это малина утренняя роса. Утренняя роса. Вот так просто в такую жижу сажаю. И вот так вот просто засыпала землей. Все, сверху не поливаю. Все, и просто засыпаю. То есть удобрение у меня уже там заложенное внизу. Это перепревший помет куриный вместе с соломой. Он будет кормить эту малину в течение нескольких лет. Кормление вот такого вот перегноя и соломы хватит ему, ну, года 2-3 хватит. А потом, естественно, нужно будет еще удобрять. Так. Это желтый гигант, это малинное дерево. Вот такой толстый ствол. Вот так вот. Ну, корешки там, конечно, слабенькие. Да. Корешки я бы не сказала, что хорошие. Ну, поверим людям, которые продают его. Тоже здесь у меня перегной с куриным пометом. Вот так засыпала. Все, больше ничего не нужно. Сверху я ничего не поливаю, чтобы не образовалась корка. И вот такая новая еще грядка, добавочная смородины. Рядом со старой смородиной, которую еще нужно привести в порядок, подготовить к зиме. Вырезать все старое. И вот так вот обновляем. Это 3 штуки у меня будет моей любимой белой смородины. Я обожаю белую смородину. Вот императорская, голландская. 3 куста белой. 2 куста красной смородины. И 1 куст черной смородины. Кустики хорошие, с хорошей корневой системой. Все сажу точно так же, как малину. Перегной в ямку в эту. И хорошо-хорошо заливаю водой, чтобы все корни хорошо распределились, чтобы в земле не было пустот. И все, вот такая посадка. Очень быстро все. И надеюсь, что в следующем году уже она будет плодоносить. Сегодня еще нужно выкопать гладиолусы. Обязательно их выкапывают на хранение зимой. Они не зимуют, они замерзают, если их не выкопать. Теперь выкопанные гладиолусы полежат у меня вот так вот в ящике. Где-то недельку подсохнут. А потом я их отломаю от самого ствола. И уже сложу в ящик, в кладовку на хранение до весны. А весной опять буду высаживать их
в грядку. Зерносмесь я сегодня добавлять в бункерные кормушки не буду. Зерносмесь в кормушках есть. Моим курочкам хватает надолго. Поэтому даже приехав к ним, я ничего добавлять не буду сегодня. Эта бункерная кормушка кормит моих кур в мое отсутствие. И я спокойно могу уехать. Быстро темнеет. В это время уже темнеет очень рано. Вот. Поэтому с фонарем режу. Вот фонарь стоит. И вот я режу грибы. Потому что если я их оставлю для следующего раза, для следующего моего приезда, они просто перерастут и будут дубовые. А вот сейчас, когда они вот такие, они самые-самые вкусные, вот такие миленькие. Вот я уже нарезала. Вот здесь все срезала. Целая миска. И второй кулек собираю. Вот так срезаю, а потом просто их вот так собираю. Пахнут. Вы не представляете, как пахнут. Опята растут прямо во дворе. Никуда в лес ходить не надо. Собираю опята.